Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу. И с вами я, Хоррор-мейкер. Подпишись, лайкосы ставь, лайки ставь, говорю, подпишись, балалай, подписывай, жми на кнопку жми, кому я говорю. Подпишись, лайкосик. что все не имется. Все вам мало подписчиков, мало лайков. А ну ша, брысь по полкам. Лепка – хорошее занятие для успокоения. Лепишь себе, лепишь, весь такой спокойный. И вот вы мне скажите, как можно быть спокойным, когда вокруг такое творится? Снова получил сообщение от Джима, и снова о пожирателях. Готов поспорить, никто не догадается, что за пожиратель на этот раз. Именно его я сейчас и леплю. О, это не простой пожиратель. Это не какой-то вам примитивный унитаз или телефонная будка. Кстати, вы, мои зрители, безусловно в курсе, что я являюсь главным мировым специалистом по пожирателям. А кто не помнит, напоминаю. Вот каких пожирателей мне удалось изучить. Пояс-пожиратель. Горка-пожиратель. Ванна-пожиратель. Лифт-пожиратель. Унитаз-пожиратель. Томограф-людоед. Телефонная будка-пожиратель. Дед Мороз-пожиратель. Такси-пожиратель. Радиатор-пожиратель. Куртка спасателя. Пожиратель. Освежили память? Вспомнили? А вы, новые зрители, поскорей подписывайтесь и смотрите на моем канале не только ролики про пожирателей, но и про других монстров. Много всего интересного найдете. Да, а еще я хочу сказать, что те, кто досмотрит ролик до конца, узнает супер важную информацию о моих исследованиях SCP фонда. Конечно, основную роль в этих исследованиях играет Джим, мой друг-репортер. Так вот, как вы видите, я леплю очередного пожирателя. Для этого использую главным образом обычный коричневый пластилин. Точнее, я смешал его с белым и получил бежевый цвет. Немного белого и черного скульптурного пластилина, немного красного пластилина, само собой пенопласт для наполнения. Вы догадываетесь, какого пожирателя я леплю? Нет? Угадывайте, угадывайте, а я пока расскажу вам о том, что узнал от Джима. В канадском городе Эдмонтоне в 2014 году на площади Черчилль-сквер выставили старое, никому не нужное обшарпанное пианино. Видимо, по какой-то причине владельцы пианино решили от него избавиться. Возможно, подумали, что служба уборки мусора заберет пианино на свалку. Но пианино не забрали. Оно так и осталось стоять на площади. И на нем мог играть каждый желающий. Чаще всего на нем играл этот бездомный человек. Но вскоре он пропал. Затем на пианино играли многие прохожие. Увидев, что пианино пользуется популярностью, богатый реставратор покрасил его в вишневый цвет. Одно время к пианино зачастил местный бездомный по имени Райан. Кадры его игры на пианино вы можете увидеть здесь.
Но спустя некоторое время Райан тоже пропал. Что с ним случилось, никто не знает. Один специалист по реставрации забрал это пианино, отреставрировал его, перекрасил в бежевый цвет и продал за довольно большие деньги богатому человеку. Именно это пианино я сейчас и леплю. А почему я его леплю, догадываетесь? Да знаю, что многие из вас уже догадываются, что к чему. И вы не ошиблись. Этот богатый человек, купивший старинное пианино у реставратора, тоже пропал. Мой друг Джим выяснил кое-какие факты об этом человеке и об обстоятельствах его пропажи. А кроме того, он стал копаться в делах о пропаже бездомных, которые также играли на этом пианино, когда она стояла на площади в Эдмонтоне. Преинтереснейшая картина вырисовывается, скажу я вам. Пианино-то оказалось не простое, а пожиратель. В общем, чтобы не грузить вас всеми своими исследованиями, экспериментами и изысканиями, я расскажу вам о сути. У меня есть две версии касательно того, кого и как пожирает это пианино. Я пришел к выводу, что оно съедает тех, кто играет на нем какие-то музыкальные произведения других композиторов, выдавая их за свои, то есть нарушает авторские права. Скажем, вы играете на пианино симфонию Бетховена, а при этом заявляете, что сочинили это произведение вы сами, понимаете? А еще пианино съедает, вы не поверите, террористов. Но не простых, а тех, кто имеет дело со взрывчаткой. Каким-то образом пианино улавливает запах взрывчатых веществ на руках тех, кто прикасается к его клавишам. Почему я так решил? Да потому, что тот богатый человек, который купил пианино у реставратора, оказался настоящим террористом. Это выяснили, проследив все его связи и темные делишки. Как же пианино съедает свои жертвы? Да очень просто. Из верхней крышки выползают зубы, одновременно с этим из клавиш тоже выползают зубы. Эти зубы моментально откусывают руки играющего. Играющий в шоке. Он падает с табуретки вниз на пол, и тут бац! Откидывается нижняя крышка пианино и поглощает упавшее тело. Представляете? От пианиста ничего не остается. Ни кусочка. Поэтому и пропадали они все бесследно. Так-то вот. Такие пироги понимаешь. Чтобы вы лучше поняли, как все это выглядит, досмотрите ролик до конца. И тогда вы увидите пианино-пожиратель в момент появления у него зубов.
А я хочу поделиться с вами супер важной информацией, о которой сообщил в начале видео. Информацией о монстрах и SCP-фонде. Дело в том, что обыкновенные монстры... Простите, друзья, меня пытались, в общем, отвлекли. Сейчас не могу говорить, нужно срочно уйти. Но пианино, как обещал, показываю. Вот оно, все, мчусь, увидимся через неделю. Ваш хоррор-мейкер!